Друзья, всем привет! Поздравляю вас с праздниками, желаю вам в новом году крепкого здоровья, побольше спокойствия и хороших новостей. Сегодня в этом видео подведем итоги 2025 года в канадской медицине. Что реально поменялось и что эти изменения значат для нас, IMG, то есть International Medical Graduates, и особенно для тех, кто только начинает свой медицинский путь в Канаде, а также какие тренды явно перейдут в 2026 год. Я разбила видео на 5 частей, чтобы было понятно и полезно. Итак, начать хочется с темы, про которую я уже рассказывала в предыдущих своих 2 выпусках, а именно нововведение в резидентуре в провинции Онтарио, которое ввело правительство Онтарио в начале октября 2025 года. Суть этого правила в наличии диплома об окончании 2 лет старшей школы именно провинции Онтарио у International Medical Graduates для участия в первой волне резидентуры в Онтарио на любую специальность в 2025-2026 годах. И тут очень хорошие новости. Верховный суд правительства Онтарио приостановил действие этого правила буквально в начале декабря этого года. И теперь для того, чтобы поступить в резидентуру в 2025-2026 годах, не нужно иметь диплом об окончании 2 лет старшей школы. А для всех тех, у кого это правило коснулось и кто не успел подать свои документы, Верховный суд Онтарио расширил окно подачи документов аж до 8 декабря. То есть Верховный суд Онтарио восстановил права International Medical Graduates. Если честно, это потрясающие новости, это очень большой шаг, и верится, что теперь у International Medical Graduates есть реальная поддержка и возможность бороться за справедливые условия. Представляете, это вот такой подарок к Новому году для всех тех, кто хотел поступить в резидентуру в этом году, но не мог из-за этого нового правила. Но, к сожалению, отмена этого нововведения в этом году совершенно не значит, что такое же нововведение они не введут в следующем. То есть Верховный суд отменил это правило только на этот год, только на этот цикл поступления. Поэтому следите за апдейтами для того, чтобы вот в это маленькое окно, которое выделил Верховный суд в этом году, вы бы успели подать все свои документы. И здесь еще немного хочу рассказать про провинцию Квебек. Там были дискуссии по поводу нового у них закона Bill 2. И в итоге, опять-таки, через суд, но, тем не менее, правительство объявило о договоренности с Федерацией семейных врачей и согласилось часть этих мер отменить и немножечко скорректировать подход. Это как бы не совсем победа, но тоже это же показывает, что есть начало переговоров, о которых раньше и речи не могло быть. И мне кажется, что смело можно заявить, что в 2025 году врачи начали отстаивать здесь свои права, особенно International Medical Graduates, и к нам прислушиваются, а это не может не радовать. Следующая новость. Как мы все с вами знаем, больше 2 лет уже через экспресс-энтри проводятся выборки по категориям, а именно довольно часто даже проводятся выборки медицинских работников. И вот через одну такую выборку мы с Андреем даже переехали, это была, по-моему, 2-я выборка. Так вот, в декабре 2025 года IRCC анонсировал совершенно новую категорию, которая звучит довольно конкретно. Physicians with Canadian Work Experience, то есть врачи с канадским опытом работы. Теперь, что же необходимо для того, чтобы подойти под эту выборку? Ну, соответственно, канадский опыт работы из других стран уже не подходит. Следующее – это количество этого опыта работы. За последние 3 года необходимо иметь минимум 12 месяцев full-time работы или такой же эквивалент частичной занятости. И третье, IRCC прямо указывает, какие НОК подходят под эту категорию. Я вот сейчас эти НОК оставлю на экране. Это 31102 General Practitioners и Family Physician. Это 31101 Specialist in Surgery, НОК, по которому мы с Андреем переехали. И 31100 Specialist in Clinical и Laboratory Medicine. Важное уточнение. Эти все выборки происходят внутри экспресс-энтри. То есть вы изначально должны подходить под критерии экспресс-энтри, а потом уже еще и под критерии каждой из выборок. Помимо новой выборки через экспресс-энтри, также провинциальные программы зарезервируют 5000 мест для провинций и территорий, для того, чтобы они могли номинировать докторов, у которых есть уже job offer, сверх обычных квот, которые выделяются на Provincial Nominee Program. И тут очень тоже такой большой бонус для тех, кто подходит под эту программу, то есть Provincial Nominee Program.
Этим номинированным врачам обещают очень ускоренную обработку Work Permit. Буквально 14 дней. Делается это для того, чтобы врач уже мог работать, пока у него оформляется Permanent Resident ситуация. Новости это очень позитивные. Это показывает, что Канада хочет удержать врачей в стране. Это показывает, что она хочет убрать некоторые барьеры, которые мешают врачам здесь работать, соответственно, врачами по своей специальности. Но я расскажу на нашем примере. Вот для того, чтобы работать в Канаде хирургом, необходимо минимум 5 лет образования постдипломного. То есть 5 лет ординатуры или резидентуры, как здесь называется. И я понимаю, что если бы я сейчас была в начале своего иммиграционного пути, такие нововведения, несмотря на то, что они очень позитивные, они бы все равно мне не подошли. А вот если вы, например, семейный врач или general practitioner, то обратите внимание на это. Может быть, это как раз путь для того, чтобы вам облегчить иммиграцию в Канаду. И, кстати говоря, раз уж речь зашла про семейных докторов и general practitioners, следующая новость. Practice Ready Assessment. Этот путь существует уже с 2018 года. И это работает не как лицензия без проверки доктора, как многие могут заблуждаться, а как клиническая оценка в реальной практике. То есть Workplace-Based Assessment, которая подтверждает, что врач может качественно и безопасно оказывать медицинскую помощь по канадским стандартам. И вот по данным Medical Council of Canada, с 2018 года более 1500 internationally trained physicians вошли в практику через Practice Ready Assessment. И примерно 1,5 миллиона пациентов уже получают помощь у этих докторов. И вот с учетом того, что все видят, что эта модель реально работает, в 2025 году эта модель расширилась, и теперь аж 9 провинций участвуют в Practice Ready Assessment и готовят таким образом себе новых докторов. И тут хочется рассказать про два ярких примера, которые произошли в 2025 году. Первый пример из провинции Новая Шотландия. Там открыли Physician Assessment Center of Excellence, который является не просто центром оценок, а это как бы гибридная модель, где врача оценивают параллельно тому, как он уже начинает оказывать врачебную помощь. В официальном релизе программы на официальном сайте написано, что стартовала эта программа с 4 Internationally Trained Physicians, которые уже могут принять 2600 человек. Этим людям они оказывают первичную помощь, а распределяются к ним эти люди через портал, который называется Need a Family Practice Registry. То есть это прямой ответ на то, что в провинции не хватает первичного звена. И второй пример, он уже из провинции Онтарио. Есть такой Practice Ready Ontario. Он описывается как механизм, который помогает внедрить семейных докторов и начать работу быстрее в сельской местности или на северных территориях. И вот Ontario Health пишет, что по состоянию на 2025 год уже 73 доктора, которые Internationally Medical Graduates, уже работают Family Physicians и уже помогают населению. Поэтому, если вы Family Physician или General Practitioner, обратите внимание на Practice Ready Assessment. Это пути, которые гораздо короче, чем поступление в резидентуру. Но про узких специалистов тоже не забыли. И следующая новость как раз больше про них. То есть про тех, кто не подходит под классический Practice Ready Assessment путь. В 2025 году особое внимание уделили профессиям Clinical Assistant, Associate Physician или Physician Assistant. Это все примерно одно и то же, просто в разных провинциях называется по-разному. Это работа, где у вас есть неполная лицензия с ограничениями на практику, но, тем не менее, вы работаете как клиницист в больнице в Канаде. Ну и ценность такой работы очевидна. Друзья, вы работаете в больнице в Канаде, вы можете войти в клинику, увидеть этот workflow изнутри, понять протоколы, документацию, культуру поведения в команде и так далее. Для многих International Medical Graduates как раз вот самая большая проблема заключается именно в этом, что невозможно войти в эту практику. И, возможно, вы потом захотите податься в резидентуру для того, чтобы все-таки получить лицензию по своей узкой специальности. И такой опыт может быть преимуществом, потому что вы сразу уже знаете, как работает канадская медицинская система изнутри. Я специально говорю «может помочь», потому что CARMS — это все-таки комплексное заявление, это не только один какой-то пункт, который вас выделяет среди других, но тем не менее и этот один пункт может оказаться решающим.
Поэтому, как говорится, все средства хороши. Отдельно хочу обратить внимание, почему некоторые International Medical Graduates рассматривают этот путь как окончательный такой серьезный путь. Все потому, что такая clinical assistant профессия или associate physician профессия, она оплачивает. Например, в Британской Колумбии на официальном ресурсе British Columbia Healthcare Careers для associate physician указан диапазон оплаты примерно от $52 в час до $92 в час. Это довольно хорошая зарплата. А в этой провинции, хочу обратить ваше внимание, есть отдельно вакансии для clinical assistant in surgical department и в acute care. Ну и, конечно, у любого человека в какой-то момент возникнет вопрос, а нужно ли мне поступать в резидентуру, проходить через CARMS, собеседование и потом еще и несколько лет учиться, если у меня уже может быть стабильная зарплата и понятная для меня нагрузка? Ну, вопрос. И я прекрасно понимаю, почему некоторые International Medical Graduates останавливают свою карьеру на такой прекрасной профессии. Но обратите внимание, для каждой провинции свои отдельные требования Clinical Assistant для того, чтобы вы получили лицензию. Они не одинаковые, например, в Британской Колумбии и, например, в Новой Шотландии. Поэтому я уже упоминала в своих видео, но хочу здесь еще раз рассказать. Бесплатная электронная книга на официальном сайте Medical Council of Canada. Она была составлена вместе с Medical Council of Canada, работал доктор Филипп Сантос, который тоже International Medical Graduate. Он сейчас работает анестезиологом, если я не ошибаюсь, в University of Toronto Hospital. Вполне понимает, через какие трудности может проходить доктор. И он собрал всю эту информацию в одной книге. Там есть не только материал, который вам говорит, что нужно для того, чтобы получить эту лицензию, но также есть ссылки на официальные источники. Поэтому обратите внимание еще раз, книга бесплатная. И последнее, о чем хочется поговорить, это почему же все эти изменения случились именно в 2025 году. Потому что кадровый кризис стал настолько явным, что об этом говорит не только врачебное сообщество, но и все канадское сообщество, а в том числе и очень большие СМИ и медиа. CIHI в октябре 2025 года пишет, что примерно 5,7 миллионов взрослых и 765 тысяч детей и подростков в Канаде все еще не имеют primary health care provider. И вот тут важный момент. Несмотря на то, что количество практикующих врачей с 2019 года по 2025 год росло, этого роста было недостаточно для того, чтобы покрывать нужды населения. Особенно учитывая большой приток иммигрантов в последний год. И вот тут, друзья, идеально сходятся все наши предыдущие части новостей, которые я рассказывала. Когда у людей нет доступа к первичному звену, они идут в walk-in клиники или в больницы, в приемное отделение. Затем перегружаются эти самые больницы, растут очереди, и после этого уже подключается общественное давление и давление медиа. И поэтому в 2025 году правительство Канады решило сразу задействовать несколько рычагов, которыми можно помочь ситуации. Где-то они меняют правила доступа к резидентуре, где-то открывают новые Practice Ready Assessment центры, где-то они ускоряют иммиграцию врачей, а где-то просто чуть-чуть расширяют роли Associate Physicians или Clinical Assistant. В этом году видно, что система действительно ищет способы впустить врачей, но где-то эти способы становятся очень разветвленными, и в некоторые моменты необходимо действовать очень быстро. И вот у нас есть такой пример. Когда в начале декабря 2025 года Верховный суд Онтарио отменил вот это правило о наличии диплома об окончании 2 лет старшей школы в провинции Онтарио, людям буквально дали неделю для того, чтобы они подали документы во все программы в провинции Онтарио, в которые они хотят поступить в резидентуру. И у Андрея, если бы не были готовы половина из этих документов, он бы просто не успел податься за тот короткий срок, который они выделили. Потому что, как мы с вами знаем, верификация каких-либо дипломов через Physician Apply или даже переводы этих документов, это все требует времени. И не всегда можно успеть за такой короткий промежуток. Держите все базовые документы переведенными и обновленными, и экзамены готовыми. Следите за обновлениями и будьте готовы действовать быстро, когда появляется такой шанс. А я хочу вам сказать большое спасибо за то, что смотрите мои видео. Я очень стараюсь делать их полезными. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Давайте вместе обсудим нововведение канадской медицинской системы. Спасибо за просмотр!